Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Если вы смотрели прошлое видео, то знаете, что там мы выполняли серьги и браслеты из отдельных мотивов. Сегодня же я хочу показать, как выполнить ожерелье из похожего мотива. Надеюсь, и этот мастер-класс вам понравится. Список необходимых материалов, как обычно, находится в описании под видео. Первый элемент будет состоять из двух колец по 16 узлов каждое. Если вы впервые на моем канале и мои движения вам кажутся быстрыми и не очень понятными, то вы можете посмотреть подробное видео по основам фриволите на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. А затем обязательно возвращайтесь к этому мастер-классу. Закрываем первое кольцо, переворачивая работу, а затем выполняем еще одно такое же кольцо. Закрываем кольцо и отрезаем ниточки. Прячем концы в узелки и аккуратно отрезаем лишнее. Откладываем этот элемент в сторону и приступаем к основному элементу, который будет состоять из 4 колец. Для первого кольца набираем 22 узла. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Набираем 24 узла для второго кольца. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Для третьего кольца набираем 26 узлов. Закрываем кольцо, также не переворачивая работу. Для последнего, четвертого кольца, набираем 24 узла.
Закрываем кольцо и присоединяем его к самому первому кольцу. Выполняем еще один узелок и отрезаем нитки. Прячем концы в узелки и аккуратно отрезаем лишнее. Количество таких элементов зависит от длины вашего ожерелья. Мое ожерелье получилось 42 см в длину, и мне понадобилось для этого 32 мотива. Переходим к соединению мотивов. Берем наш первый элемент и один из мотивов. В правом верхнем углу у нас самое маленькое кольцо, а в левом нижнем самое большое. Продеваем два кольца слева в кольца первого мотива. Теперь два кольца справа продеваем в кольца слева. Берем еще один мотив и располагаем его таким же образом. То есть маленькое кольцо вверху справа, а большое кольцо внизу слева. Таким же образом присоединяем его к предыдущему мотиву. Присоединяем половину мотивов в этом направлении. Вторая половина мотивов будет идти в другую сторону. Располагаем мотив теперь таким образом, чтобы маленькое кольцо было вверху слева, а большое внизу справа.
Таким же образом присоединяем следующие мотивы. Так как кольца у нас разной величины, цепочка из мотивов будет плавно изгибаться. Вот такая цепочка из мотивов у меня получилась. Осталось прикрепить цепочку удлинитель с одной стороны и замочек с другой. Вот и все, ожерелье готово. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, пожалуйста, поддержите его лайками и делитесь вашими впечатлениями в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на звоночек, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!